знаем, кто герой наш Хакли и его друзья. Разгадают любой секрет наш Хакли и его друзья. Здесь, там и тут по пятам наш Хакли и его друзья. Выход есть, если с нами здесь наш Хакли и его друзья. Мы с тобой знаем, кто герой, наш Хакли, Отважный Хакли и его друзья, и разгадает любой секрет без труда. Невероятные расследования котенка Хакли. Как избавиться от скрипа? Режиссер Кен Каннингем. Автор сценария Брайан Лейсенби. Садись, Хильда. С удовольствием, Салли. Ой, какие скрипучие. Хильда, думаю, у нас небольшие трудности. Подвинься вперед, Салли. Нужно больше веса. Как здорово! Эй, вы качаетесь, а я катаюсь. О, нет, Лоули! Друг! Лоули, где ты? Ух ты, мне понравилось. Давайте еще раз. Сначала нужно достать тебе парашют. О, а что случилось? Откуда здесь цепь и замок? Теперь качели не двигаются. А как же мы будем играть? Интересно, кто это сделал? Свежие новости Белграда! Жук-Багл в погоне за последними новостями. Я нахожусь на детской площадке, где на качели зачем-то повесили цепь. Что ты об этом знаешь, Хакли? Мы ушли с площадки всего лишь на несколько минут. А когда вернулись, обнаружили на качелях замок и цепь. Тебе уже известно, кто мог это сделать, Хакли? Пока нет, но я обязательно это выясню. Команда, у нас новая тайна. Тайна замка и цепи. Ура! Готовы? И начали! Кто, что, где, как, кто, что, где, когда, как, кто, что, где, как, кто, что, где, когда, как. Вместе с Хакли, кто, что, где, когда, как, мы найдем ответ, кто, что, где, когда, как. Разгадаем, кто, что, где, когда, как. Мы с тобой любой секрет, кто, что, где, когда, как. Кто, что, где, как, кто, что, где, когда, как. Вперед, друзья! Вот это новости! Оставайтесь с нами, и вы узнаете, как Хакли и его друзья будут искать разгадку удивительной тайны. Я Жук-Багл с новостями Белграда. Пока! Итак, мы знаем, что качели не сломаны, потому что мы совсем недавно на них качались. Значит, цепь с замком повесили по другой причине. А может, мистер Садовник увидел, что мы садимся на качели одновременно и решил наказать нас за эти шалости. Похоже на правду. Особенно, если он увидел, как Лоули улетел в кусты. Может, если мы объясним, что это была случайность, он снимет цепь? Смотрите, вот он. Простите нас, мистер Садовник. Нам не следовало забираться на качели всем вместе. Это была случайность, мистер Садовник. Я не знал, что могу улететь с качелей. Пожалуйста, снимите цепь. Мы обещаем, что будем осторожны. Цепь? Но это не я повесил туда цепь. Не Не вы? Конечно, нет.
Дети любят там качаться. Сейчас схожу за инструментами и сниму ее. Не волнуйтесь. Спасибо! Но если это не мистер Садовник повесил цепь, то кто же? Нужно поискать какие-нибудь улики. Послушайте, какой шум на реке. Кажется, там образовался затор. Давайте посмотрим. А как же тайна замка и цепи? Мы вернемся сюда позже. Идем! Но почему механизм не работает? Что случилось? Мост должен подниматься, когда я жму на эту кнопку. Но почему-то механизм не работает. Да, это странно. Вот в чем причина. Кто-то повесил цепь на мост, и он не поднимается. О, нет. Как же ее снять? Вот так. Отойдите-ка подальше. Но кто же мог сделать такое? Наверное, тот, кто повесил цепь на наши качели. Но зачем? Что общего у качелей и моста? Они поднимаются и опускаются. Верно, Салли. Нужно осмотреть остальные механизмы в городе, которые поднимаются и опускаются. Ой, этот мост так скрипит. Давайте вернемся на площадку. Смотрите, шлагбаум тоже движется вверх и вниз, как подъемный мост и качели. Простите, кто-нибудь вешал цепь на этот шлагбаум? Нет, такого еще не случалось. Я сказал не ставить тут машину. Я сказал. Нет, Да. Что произошло? мы не можем ехать. Да. Кто-то приковал нашу машину к столбу и повесил замок. Новая улика. Идемте, друзья, посмотрим поближе. Хотите, я помогу вам? Да, Пожалуйста. Но зачем кому-то вешать цепь на машину? Ведь она не движется вверх и вниз. Не знаю. Я думаю, этому есть свое объяснение. Вот так, ребята. Спасибо. Да, спасибо. Ой, как же она скрипит. Ой, смотрите, что я нашла. Это чек из хозяйственного магазина. О, на цепь и замок. Молодец, Салли. Это может оказаться очень важной уликой. Идем в магазин, попробуем что-нибудь выяснить. Да, верно. Мистер Гронкл сегодня был здесь 3 раза и покупал замки и цепи. 3 раза? Вы это слышали? Именно столько цепей мы и обнаружили. Мистер Гронкл и есть тот, кого мы ищем. Ха-ха, тайна раскрыта, верно, Хакли? Не совсем. Мы все еще не знаем, почему мистер Гронкл не хотел, чтобы эти механизмы двигались. Чтобы это выяснить, мы должны отправиться к нему и спросить об этом. Пойти к мистеру Гронклу? Но он самый большой ворчун в Делграде. Раскрывать тайны не всегда легко и приятно. Но мы команда, и вместе мы можем противостоять трудностям. Вперед, друзья, поехали! Пока! Хорошего дня! Спасибо. Но в компании мистера Гронкла нам вряд ли будет хорошо. Однако, он выглядит сердитым даже во сне. Хорошо. Кто его разбудит? Только не я. Ты шутишь? Как я могу заснуть, когда вокруг так шумно? А?
Минутку. Я знаю, почему мистер Гронкл вешал эти цепи. Почему? Чтобы не было скрипа. Есть ли хоть что-то в этом городе, что не скрипит, а? А вот и Жук Багл с последними новостями Делграда. Хакли и его команда раскрыли тайну замка и цепи. Хакли, как вам это удалось? Что ж, вот что произошло. Мы хотели узнать, почему некоторые предметы оказались скованы цепью. Мы стали искать, что у них общего. Потом Салли нашла чек на замки и цепи, которые мистер Гронкл купил в хозяйственном магазине. А затем мы узнали, что мистер Гронкл не любит шум. Качели скрипели, подъемный мост тоже скрипел, как и машина близнецов. Мистер Гронкл сковал их в цепи, чтоб стало тихо. Хакли и его команда легко раскрыли тайну замка и цепи. Вместе с Хакли мы старались, эту тайну разгадали и нашли ответ. Да здравствует Хакли! И да здравствует лучшая в Делграде команда! Несколько капель масла, и никакого скрипа не будет. Я поверю только когда сам услышу. Видите, не скрипит. Ладно, а как же этот мост и скрипучая машина близнецов? А? Мы смазали и их тоже. А еще ржавые ворота вашего соседа. Спасибо. Пожалуйста. Вот ее вряд ли можно смазать. Шумные птицы. Неоконченная картина. Режиссер Кен Каннингем. Автор сценария Джеральд Трип. 44, 45, 46, 47, 48, 49. Давай! Прыгай, Лоули! Ой! Ой! Лоули! Держись, друг! Я держусь! Главное, чтобы ботинок не свалился с ноги! Ой! Ты не только отлично прыгаешь, но и замечательно летаешь, Лоули. Спасибо, но я предпочитаю запускать змея, стоя на земле. Эй, смотрите-ка сюда. Кто-то написал картину. Ого, Ух ты, красиво! Красиво! Кажется, картину сдуло ветром, прежде чем художник успел ее закончить. Думаю, ты права, Салли. Интересно, кто этот художник? И мне, Лоули. Свежие новости Делграда! С вами Жук Багл и последние новости Делграда. Хакли, что ты можешь сказать об этой чудесной картине, которую вы нашли? Ой! Знаешь, Багл, Ой. скорее эта картина нашла нас. Ты, наверное, заметил, что сегодня очень ветрено? Да, я заметил. Вы уже знаете, кто ее автор? Нет, Жук Багл, кажется, это... новая тайна. Тайна! Да, и мы собираемся раскрыть ее и узнать, кто этот таинственный художник. Да! Готовы? И начали! Что, где, как, кто, что, где, когда, как, кто, что, где, как, кто, что, где, когда, как. Вместе с Хакли, кто, что, где, когда, как, мы найдем ответ, кто, что, где, когда, как. Разгадаем, кто, что, где, когда, как. Мы с тобой любой секрет, кто, что, где, когда, как, кто, что, где, как, кто, что, где, когда, как. Вперед, друзья! Вот это новости! У Хакли и его друзей появилась новая тайна. Кто же этот таинственный художник, который потерял незаконченную картину? Я Жук Багл и последние новости Делграда. До встречи, пока! Где мы начнем искать улики, Хакли? Ну, сначала нужно как следует рассмотреть саму картину. Посмотрим. Здесь мужчина в форме. Так что
Если нам удастся его найти... Мы сможем узнать, кто же его рисовал. Именно! Хорошо, но как мы узнаем, кто это? Дайте посмотреть. Я знаю всех в Делграде. Ну нет, Баф, я знаю больше. А я знаю Энни Крокодил. Вот так. Не знаешь, потому что ее зовут Элис. Вот так-то. Вот. О, ну, я знаю Лиззи Лев. Не знаешь. Ее зовут Лили Лев. Хм, посмотрите, какая шляпа у него на голове. Знаете, я видел много головных уборов, но такой вижу первый раз в жизни. Можно спросить кого-нибудь, кто знает о головных уборах все. Да, например, мистера Хэтфилда. Отличная мысль. Отправляемся в магазин. Искать улики. Нет, эта шляпа слишком простая. Нет, она недостаточно интересная. Мне нужно что-то с блестками. И побольше перьев. О, добро пожаловать в мой магазин. Осмотритесь. Если чем-то заинтересуетесь, спрашивайте. Конечно. Эй, ребята, где тут раньше усталая лошадь? А я бедная пастушка. Где же моя овечка? А я шеф-повар Хакли, и я приготовлю потрясающее арахисовое масло и вкусный салат. Просто пальчики оближите. Муа! Эй, смотрите, шляпа как на картине. Да, это она. Молодец, Солли. Спасибо. Простите, мистер Хэтфилд, а кто носит такие шляпы? Уж точно не я, даже перьев нет, блесток нет, некрасиво. Это треуголка адмирала. А кто это? Адмирал — это главный на военном корабле. Все на борт! Отдать швартовы! Простите, пожалуйста, меня. Спасибо, мистер Хэтфилд. Но если адмирала можно найти на корабле, нам нужно отправиться туда, где есть корабли, в порт. Вперед, друзья, поспешим! И как нам добраться до кораблей? А? Да, Хакли, у нас ведь нет лодки. Верно. Эй, давайте одолжим этого зверя. Ого-го! Из зонтика вышел отличный парус! Хи-хи! Ха! Хе-хе-хе! Смотри, Хакли, вон там. Это похоже на адмирала с картины. У него такая же треуголка. Молодец, Салли! Плывем туда! Эй, на палубе! Адмирал, нам нужно найти того, кто нарисовал ваш портрет. Кто-то нарисовал мой портрет? Ой, нет, он вовсе не похож на адмирала на картине. Простите за беспокойство, сэр. Мы думали, что вы и есть адмирал с этой картины, но это не вы. Великий адмирал Хорнбласт. Первый командующий морского флота Делграда. Они знакомы. Вот так удача! Адмирала Хорнбласта найти легко. Отправляйтесь на центральную площадь Делграда. Он всегда там, не ошибетесь. Спасибо, сэр! Рад был вам помочь. Поднять паруса! Курс на берег! Я думал, что он сказал, что адмирал Хорнбласт всегда на площади. Да, но никто на него не похож. Может, он пошел пообедать? Простите, сэр, мы ищем... Адмирала Хорнбласта? Вы прошли мимо него. Да? Я его не заметил. А где он теперь? Вот он, адмирал Хорнбласт. Это статуя?
Таинственный художник рисовал статую. Но статуи не говорят, так что он не сможет сказать нам, кто же художник. Эй, тут пятна краски. На картине те же цвета. Ты прав, Лоули. Наверное, художник пролил краску, когда налетел порыв ветра. Смотрите, еще пятна. Может, они приведут нас к художнику? Пойдем по следу. Должны же пятна где-то закончиться. Ой, ой. Вот они и закончились. Винсент Ван Гот. Художественная студия. Здравствуйте, вы стучали, да? Ну, не совсем так. Да, это были мы. Простите, мистер Ван Гот. Это вы рисовали статую на центральной площади? А? Да, но ветер унес картину, прежде чем я успел ее завершить. Это должен был быть шедевр. Это она? Да, вы нашли мою картину. Теперь я могу ее закончить. Огромное спасибо вам. Пожалуйста. И вновь с вами Жук Багл и последние новости. Хакли, как ты нашел автора незаконченной картины? Что ж, Жук Багл, вот как все было. Мы заметили на картине необычный головной убор и отправились к мистеру Хэтфилду, который сказал, что это адмиральская треуголка. Тогда мы пошли к морю и нашли адмирала, но не того, который был на картине. Потом мы нашли того самого адмирала, но он оказался статуей и не мог нам помочь. Наконец, следуя за пятнами краски, мы добрались до студии Винсента Ван Гота и выяснили, что это его картина. И раскрыли тайну! Конечно, я бы не справился без моих друзей. Вместе с Хакли мы старались, эту тайну разгадали и нашли ответ. Вот так все и было. Пропавший шедевр вернулся к автору благодаря отличным детективам Делградо — Хакли, Салли и Лоули. С вами Жук Багл и самые свежие новости Делградо. Я рад, что теперь вы можете закончить картину. И я рад. К тому же теперь я могу нарисовать на ней еще и моих друзей. И меня? Нет, меня! Я сильнее и красивее! Неправда. Я... Нет уж, нет! Я! Нет, я лучше. Вот так. Картина специально для вас. А я разве не сказал, что люблю рисовать шаржи? Смешно. Здорово, да. Вот это шедевр. Я не похож. Ты похож, а я нет! По мотивам произведений Ричарда Скерри. Продюсер Кристиан Дэвис. Композитор Карл Леннокс. Фильм дублирован по заказу ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть».